интеллектуальная это способности, я бы сказал, Иосифа, ну и, конечно, помощь Всевышнего. Значит, вот действительно он, как бы сказать, поднялся, да. И вот здесь есть один эпизод, который меня вот, как бы сказать, очень тронул, понимаете. Вот его бросили в, ну, в темницу, я не знаю, там, куда, в тюрьму, да. А, и вот он там разгадывает сны от этих виночерпия и пекаря, да, и те обещают, и говорит им, когда, помните, виночерпий говорит, когда там попадешь обратно, значит, ну, вот, сказать, да, должен. Тот забывает, и об этом открытым текстом сказано. И вот когда сны фараона написано, что прошло 2 года. То есть он 2 года мучился в тюрьме. А посмотрите, нет ни одного слова, что он, как бы сказать, жалостливости нет, понимаете? Что, Господи, зачем, почему, так сказать, вот, понимаете, ни одного слова вообще нет. То есть вот он, как бы сказать, выпавшие на его долю вот эти страдания, да, он, как бы сказать, воспринял это как, ну, не то, ну, что должное здесь неуместно, так сказать, но он как-то вот воспринял как очень, опять же, вот такой человек верящий и понимающий, что все будет, понимаете, вот это вот удивительно. И здесь я вот опять провожу эту параллель с Яковом, да. Мы сейчас вернемся к нему, потому что, значит, это будет опять разговоры. Ну, вот это вот эпизод, он меня как первый раз, когда еще много лет тому назад читал, я как-то зацепился за этот эпизод, и вчера вот перечитывал, и опять вот он как-то мне очень бросается в глаза, понимаете, что нет ничего вообще. Господи, зачем же ты мне это сделал? Там, какой я несчастный, там, ни одного слова, понимаете? Вот. Ну, хорошо. Значит, и следующее, значит, это опять, вот понимаете, когда я все время подчеркиваю это, когда я говорю, вот эта интеллигентность Якова, она не интеллигентность вот такого растерянного человека, так сказать, вот интеллигента, в смысле беспомощного интеллигента, да. Это интеллигентность вот действительно мыслящего лидера, понимаете. А вот он, когда они приходят к нему, братья, да, ну, в смысле, он посылает братьев в Египет, ничего о Иосифе не зная, посылает их просто за продовольствием, да. Бениамина оставляет у себя. И даже есть такое объяснение, почему, да. Они приходят и говорят, что вот надо его тоже забрать. И вот здесь он опять, если вы помните, говорит, как-то расстраивается, не говорит даже, а вот расстраивается, что теперь вот одного потерял, теперь может и всех потерять. Но при этом, вот смотрите, там положите серебра вдвое, понимаете, опять же, вот стратегическое мышление. Вот. Ну, а дальше, значит, как известно, что происходит. Э, Это мне очень... Там есть вот этот эпизод, о котором мы в прошлый раз говорили. И Худа вот отца уговаривает отпустить, да, вот Бениамин. И, конечно же, Иосиф, как бы сказать, по полной, так сказать, на братьях отыгрался, вот. Ну, это, я не знаю, это вот с точки зрения такой какой-то очень человеческой литературы, понимаете, опять же, если это человеческую литературу мы уже начиная, там, скажем, средние века и так далее, вот все это видно, да. А здесь она очень, это же тоже там 5000 лет назад, извините.
А литература-то, она здесь вот прямо вот какие-то очень человеческие чувства, так сказать, отображаются, да, отражаются. И написано это вот как-то, обратите внимание, в голове почти Всевышний, там он очень сильно за кадром, так сказать, вот далеко где-то, да. А, нет, то, что в делах, там все, да, понятно, так сказать, но вот активного упоминания, как в предыдущих главах, допустим, его нет совсем, да, и идет вот такое повествование. Я говорю, это вот великая просто литература, ну, когда понимаешь, что это, когда это написано, конечно, это немножко, ну, я не знаю, слово «восхищать» — это такое слишком простое слово, понимаете. Вот. Ну, собственно, вот мои, так сказать, эти замечания на эту тему. Даже не слово, не замечание. Ну, да. Мои мысли на эту тему, да. Да. М. Мне трудно картинку представить с молчанием э, Йосефа. С молчанием Йосефа. Он молчал, Молчание какого? не Что вы жаловался. имеете в В виду? том А, не смысле, жаловался, да, что он да. не жаловался. Он молчал, потому что, ну, скорее всего, тюрьма – это не совсем закрытое место, как и сейчас. И всегда можно было напомнить о себе, можно было помолиться о себе, пожаловаться на несправедливость. Хотя, ну какая несправедливость? Он с самого начала попал в тюрьму ни за что. Ни Поэтому за что, несправедливость конечно, первого дня, да. несправедливость не в том, что о нем не заикнулись, а в том, что он вообще сидит в тюрьме. Да, Ну, конечно. тогда это его осмысление, как он видит себя. И так часто бывает, ну, мы больше по фильмам это знаем, что человек сидит за молчание, потому что в данном случае он дважды молчит. Он не жалуется Всевышнему. И второе, он не предал семью Патифара. Да. Он не свалил вину на жену. Не только потому, что ей поверят, конечно, больше, чем ему. Нет, не в этом страх. А сама возможность, мы можем допустить себе, что он ради, то, что мы называем, ради сохранения мира в семье, он взял вину на себя и промолчал, потому что, несмотря на то, что в нашей главе употребляется имя другого человека, но он тоже Патифар, чуть-чуть более полная форма. Он похож на Патифар, и мы не знаем, что на что намекает, потому что он взял дочь, ему, вернее, фараон дает дочь Патифара Акогена, то есть священника города Он. Это город, как говорит Плаут, это город святилища. И в данном случае, да, мы можем предположить, исходя из того, что на самом деле человек меняется не так кардинально, а если сейчас встречаются случаи, когда человек садится только ради того, чтобы не выдать близкого или вот считает ненужным, то в данном случае Йосеф запирается и ничего не говорит ради своего хозяина. Ну, это мы уже можем только домысливать, но это можно для нас. Мы сами себе пытаемся объяснить, почему он молчит, почему он не борется за справедливость. Потому что, например, в другой книге Даниэль, знаменитая история Шушана и старцы, когда Даниэль вмешивается, то есть явная несправедливость, девочку судят ни за что, и на нее наговор идет, и он расследует. Неужели с такими, как вы говорите, интеллектуальными способностями, правительственными способностями в том числе, неужели Йосеф не мог бы расследовать это дело и найти какие-то доказательные аргументы? Но что получилось бы в этот момент?
в этот момент пострадали бы два человека. Во-первых, жена, которую хотелось бы наказать, а во-вторых, муж, который очень благоволил, и он обманул. Ну, вы понимаете, что вот если писать сценарий, так сказать, фильма на эту тему, то это была бы драма, очень большая драма человека, Конечно. который беспокоится, сострадает своему бывшему хозяину. Почему он не молится, для меня труднее объяснить, потому что многие комментарии говорят о том, что Всевышний не вмешивается, пока ты не просишь. У нас есть один член попечительского совета, наш очень хороший друг, который говорит: обращайтесь к людям, находите деньги, просите деньги, потому что они ждут, когда вы попросите. Но это правда, это такой характер. У людей такой характер. Они не придут и не скажут: слушай, я хочу дать тебе. Но если ты обращаешься, они не отказывают. Ну вот многие благотворительные организации этим пользуются, но точно так же, потому что мы кальку выстраиваем отношения между состоятельными властными людьми и Всевышним, и так как мы к ним приходим, так мы к нему должны приходить. И в данном случае, например, чуть попозже мы встретимся, что и возопили сыны Израиля, и вот получилось так, что они там 400 лет по предсказанию должны быть в Египте. И пока не возопили, комментарий говорит, пока смирялись со своей участью, Всевышний не вмешивался. Но как только возопили, дошло до него, вопль дошел до него, и он сказал: вот теперь вы готовы принять мою помощь. Точно так же и здесь. И правда, мне тяжело. Не знаю, правда не знаю, почему Иосиф не молился. Он знает о Боге, он знает, он постоянно об этом говорит, что, как и Давид потом скажет, не я, но он, Всевышний, объяснит тебе сны, и он вмешается, и он сделает. То есть он знает об этом. И в то же время он, вот то, что у нас не очень поощряется. Долготерпение еврейское бесконечно, правда бесконечно. Мы терпим угнетение ради сохранения мира. То есть это то, что, например, еще Яков говорит: я маленький здесь, Шимон и Леви, когда Шхем вырезали, я маленький здесь, поднимутся на меня, и он уходит из этой местности. Все боятся на него подняться и отомстить. Но сам Яков, в общем-то, так сказать, не конфликтует, он не конфликтный, как и Ицхак. И поэтому терпение большое. Ицхак проявляет просто невыразимыми словами терпение, когда засыпают его колодцы, а он уходит в другое место и опять. То есть это черта характера. И мы с вами всегда делали и будем делать. Мы рассматриваем любой текст Святого Писания, мы рассматриваем как поучение, как наставление, как такая мягкая мицва. То есть не будь агрессивным. Или точнее, будь агрессивным тогда, когда я прошу. Это завоевание Кнаана, это поднятие восстания, так сказать, это то, что мы только что отмечали. То есть время и время. Вот то время было еще не совсем время, когда надо было обращаться к Всевышнему. Хотя, по всем комментариям, Йосеф уже своим поступком, вот все благоволение, которое потом на него снизойдет в качестве представителя фараона, главой фактически государства, все это благословение снизойдет на него сразу после того, как он отказался. Он преодолел Йецер ара, он преодолел, так сказать, он молод, очень молод. Он преодолел свои, возможно, греховные мысли, он проявил благородство и так далее, и так далее. И вот после этого он уже заслуживает того, что ради него что-то и совершать. Но вот как мы вчера говорили,
видимо, созревает время, как у нас говорит Вайпакед, Элохим эт Сава. То есть и вспомнил Бог о Саре. Он же мог это сделать раньше. Почему-то нужно было, вот в большой его картинке, нужно было, чтобы прошло время. Сара переживала, опять-таки, ни Сара, ни Авраам не молились по поводу детей. Авраам просто немножечко, так сказать, намекал Всевышнему о том, что у него нет наследника, и иноземец будет наследовать. Но это была не молитва. В данном случае Йосеф вообще молчит. Мне трудно объяснить. Но вот либо не время еще, либо он не чувствует себя достойным, то есть он скромный ко всему еще человек. Скромный, вот И это он очень, это да. наказание чувствует, заслуженное наказание. Потому что, ну, представьте себе того мальчишечку, которому мы познакомились 2 главами раньше, который, ну, скажем так, не то чтобы злословил, но я обидчил на своих братьев, и что он вызвал своими снами ненависть. Мы не знаем, мы можем только гадать, какие мысли приходили ему в тюрьме, которые оправдывали его молчание. Он, может быть, раскаялся и в том, что он делал, потому что не почувствовать боль братьев. Они должны будут потом почувствовать его боль, но и он не бывает в одном направлении, и он должен будет почувствовать, почему. Ну, вы знаете, вот в современной психологии очень часто говорят, если тебя кто-то совершенно неожиданно для тебя обидел, обязательно поищи день и способ, когда ты его обидел раньше. И удивительное дело, в большинстве случаев вы найдете, где вы это сделали. Это так удивительно, что вы не обратили внимания. Я сейчас не к вам, конечно, обращаюсь, а вообще. Да, я понимаю, о чем вы говорите, конечно, да. Вот, что вы увидите, как неожиданно вы откроете, что оказывается не без всякого зла, без просто по стечению обстоятельств вы первый нанесли обиду другому человеку, а потом вы удивляетесь, что он вас обидел. И вот может быть такая, не знаю, мне трудно. Почему он не говорит о Патифаре, я могу не понять. Почему он не молится, может быть, в то время еще и не было такого отчаянной мольбы. Мы отчаянную мольбу встречаем, отчаянную мольбу как просьбу мы встречаем впервые рефанала, когда излечи ее, пожалуйста. Когда Моше падает на лицо, увидев Мирьям в проказе, он падает на лицо и говорит: Рефанала, вылечи ее, пожалуйста. Это молитва отчаяния. Вот так мы потом будем молиться, когда будем попадать в тяжелые ситуации. Возможно, это еще не случилось. Ведь все в Торе проходит в развитии от малого к большему, от благословения Всевышнего к человеку, человека к другому человеку, потом только коэны могут благословить, а потом и мы научились детей благословлять каждую субботу. То есть вот эволюция, у каждого понятия существует эволюция. Не знаю, правда, это трудный для меня вопрос. И вот половина молчания я могу объяснить для себя, а половина могу только догадываться, и все мы можем только догадываться, почему он не молится. Вот. И когда он называет своего сына Минаше, вот через некоторое время у него рождается сын, он ки нашани Элохим, потому что дал мне забыть ки нашани Элохим эт коль амали. Вот амаль мы можем перевести, наверное, адекватный перевод будет трудности на русский язык, потому что дал он мне забыть мои трудности, но корень будет труд и в иврите, и в русском. То есть дал мне забыть все мои труды, но в данном случае
трудности. То есть все, что он делал с желанием делать хорошо, и это приносило ему неудачи. И вот он и свои поступки, говорит, дал мне забыть все мои поступки, опять-таки возвращаясь, как он, в общем-то, ну, я не хочу сказать, подтрунивал, но высокомерно немножечко вел себя по отношению к своим братьям. Высокомерно немножко вел, потому что он заставлял их признать подчинение, в некотором смысле унижение. Конечно. Поэтому он говорит, я дал мне забыть все мои труды, то есть вот какие-то деяния. Но скорее, конечно, на русский перевод будет мои трудности, те трудные ситуации, в которые я попал. Но очень интересно. Часто размышляешь над этимологией слова, и если вдруг сталкиваешься, что наши трудности – это то, что мы сделали. Не то, что мы делаем, а то, что мы сделаем. Я как-то запомнил фразу на всю свою жизнь. И часто я упоминаю. Человек делает все, не упуская ни одной возможности, чтобы получить свои неприятности. Да. Вот он говорит, хорошо, что я забыл мои амалё, мои трудности, или то, что я натрудил, то, что я наделал. Хорошо. И последняя идея, о которой вы говорили, напомните мне, это третье, что... Ребят, можно я еще вернусь к этому? Да, конечно. У меня, еще, знаете, вот я еще такая мысль возникла, вот как раз хотел обсудить. Ведь он был человек абсолютно экстраординарных способностей, да, и вот Всевышний наградил его этими способностями. И вот тут еще другая вещь могла быть, что он в тюрьме, ну, он, как бы сказать, его использовали, скорее всего, понимаете? Использовали, ну, где его использовали, непонятно. Но вот он набирался опыта, наверное, там из чего-то. И вот, может быть, от этого было, как бы сказать, вот не было вот этого стенания, так сказать, Господи, зачем ты меня сюда засунул, так сказать, понимаете, учился, может быть. Вот это вот тоже у меня, как бы сказать, такая вот ассоциация возникла. Ну, понимаете, да, вот он сидит 2 года, он учится чему-то новому, и тогда, может быть, он в своих молитвах говорил: Господи, спасибо за то, что ты мне дал научиться, так сказать, вот, понимаете, да? Вот, извините. Ну, мы с вами должны помнить. Это наша интерпретация, и слава Богу, что мы ее делаем, потому что этим мы с вами оживляем текст. Да, конечно, И конечно. психология, понимание человека 21 века мы прикладываем к древнейшему тексту и оживляем. Для нас герой становится человечным. Вот мы ему мысли приписываем. Но наши комментаторы, наши раввины, наши мудрецы нас очень предупреждали вот, опираться на текст. Если мы хотим что-то, это очень тяжело. Мы, как люди, я говорю, 21 века, как читавшие литературу уже много, мы приписываем, мы хотим оживить. И то, о чем мы говорим, очень часто, я имею в виду все, кто читает часто, очень часто не совсем имеет отношение к тексту, а комментаторы, если что-то и рассказывали человеку, ну, например, о том, что там Бельям жадный, как мы уже упоминали об этом, или там Исав там, недостойный, а Яков провидец, ну, если они что-то и говорят, то обязательно находят слово или словосочетание, которое бы подтвердило бы их гипотезу. Поэтому, если мы с вами говорим о каком-то о черте характера или о каких-то размышлениях, то мы должны найти, где в тексте мы можем опереться на это. Например, по поводу размышлений Якова о прошлом, ну, скажем так, самоанализ, мы можем проследить во фразе, когда
когда он слушает братьев, это уже 42 глава, не знали они, что Иосиф понимает, так как был между ними переводчик, и он отвернулся от них и заплакал, а потом вернулся. И вот заплакал мы можем с вами использовать. Мы можем использовать как намек на то, что он заплакал, потому что вдруг увидел, что они раскаиваются, или заплакал, потому что вспомнил о том, что как он к ним относился в свое время, а потом вернулся и взял Шимшона, Шимона и связал, и повел себя очень строго. Но, опять-таки, вот цепляясь или опираясь на каждую фразу или слово, мы его интерпретируем в пользу нашей гипотезы. Это просто мы с вами так тоже думаем. Нас так просят, комментаторы просят. Хотя, конечно, мысли могут быть совершенно разные. В этом наша, в том числе, задача. Каждый человек, как мы говорим на Песах, каждый должен чувствовать себя, как будто он стоит на горе Синай. А в данном случае каждый должен чувствовать себя участником этих событий. Он зритель, он стоит там, он видит, как люди движутся, и понимает. Вот мы пытаемся это сделать. Вот. И вторая вещь, это вот я говорил, опять же, об этой Яков интеллигент и очень, значит, прозорливый, он очень вперед видит. Вот когда вся эта история происходит, эти братья возвращаются, они рассказывают там, что Шимон остался, там, и вот надо Бениамина забрать и так далее, и Худа уговаривает его. Вот он, вспомните, он, конечно же, скрипя сердце, это все вот идет на это, но при этом, опять же, видите, вот это вот стратегическое мышление, говорит, положите серебра в 2 раза больше. Помимо того, что вы притащили обратно, там, может быть, это случайность, так сказать, положите серебра в 2 раза больше. То есть вот, опять же, понимаете, вот такое стратегическое видение ситуации. Но он же, естественно, не знает, что там Иосиф сидит, так сказать, поэтому он ведет себя так, как если бы вот была бы такая ситуация, в которой можно, вот, заплатив это серебро, отдав то серебро, так сказать, со всеми братьями, ну, чтобы все братья ушли и пришли домой с продуктами и так далее, и так далее. То есть вот, опять же, вот такая мудрость такого вот человека, понимаете, тоже вот. Не только, да, не только мудрость. Тут парадоксально независимость Якова от собственного страха. Мы с вами в начале года, по-моему, в начале года, а может быть, чуть раньше, когда начался кризис, экономический кризис, может быть, даже год назад, мы с вами говорили о страхах, которые поражают нас, попавших в такой кризис, которые могут парализовать. И мы тогда с вами разбирали историю о том, что если один человек напугал другого человека, и тот нанес незик, нанес какой-то ущерб третьему человеку, то тот, кто напугал, не платит, а тот, кого напугали, ответственен. И мы тогда поразились самому повороту, потому что для нас, ну вот людей эмоциональных, опять-таки я говорю, воспитанных на русской литературе, в основном, мы бы обвинили вот самый корень зла. А зачем же ты испугал человека? А тот вот шарахнулся и случайно ударился о горшки, разбил, и горшечник теперь понес убыток столько-то, столько-то шекелей. Мы бы наказали первого. Ну, я имею в виду, это первое, что возникает, это возмущение, если человек напугал специально, там, крикнул громко или что-то махнул перед лицом. Но еврейская традиция возлагает, я имею в виду галаха в том числе, возлагает ответственность на второго, то есть на того, кто напуган.
Ну, это вот мне, например, это абсолютно близко. Почему? Потому что не первое, а именно не первый человек, а именно второй. Умей сохранять выдержку, так сказать. А для Вот. чего И ты, мы так сказать, тогда, человек? Да. и мы тогда говорили о том, что если животное, кошка выскочила, напугала, и человек оперся на столб, столб сломался, крыша упала и так далее. Значит, и говорится о том, что вот или там наоборот, если кошка то естественно, она не виновата ни в чем, но если вот напугали кошку, то есть человек напугал кошку, и она прыгнула на горшки, ну, и нанесла ущерб. Или там осел стоял, его испугали, лошадь, проходя мимо, испугали, и она пошла назад и сбила горшки. Это все на рынке происходит, понятно. Талмуд говорит о вещах, доступных в то время. Так вот, животное в данном случае не виновато, а человек виноват. И хозяин животного не виноват, а человек виноват. И там приводится вот тот самый пример, который сейчас имеет отношение к тому, что мы сейчас обсуждаем. Человек отличается от животного тем, что у него есть разум, и этот разум должен остановить его страх. То есть даже если он напуган, вести он себя должен в соответствии с... А теперь у нас здесь тоже и страх есть, и действие. И страх выглядит вот как. И сказал им Яков, отец их, вы лишили меня детей. Он обвиняет своих сыновей. Вы лишили меня детей. Йосефа нет. Шимона, который связан в тюрьме, нет. Беньямина заберете, и все это на меня. То есть он боится, что это вообще сыплется на него несчастье, один за другим сыновья исчезают. И дальше, когда там были, до того, как вступается Иуда, Реувен говорит, как мы с вами уже говорили, говорит глупость, потому что, ну, как можно было, я все время вспоминаю это, когда читаю это, Реувен отцу своему отвечал так: двух детей моих умертвишь ты, если я не доставлю к тебе его к тебе. Убить двух внуков вместо одного сына. Глупость каких. Невероятно. Реувен негодный наследник. Негодный наследник. Дальше вступает Иуда. И тогда, вот, несмотря на страх потерять, несмотря на отчаяние, он говорит: пойдите опять и купите нам немного съестного. И что он говорит? Да, Иуда говорит. Сейчас, 2 секундочки, я просто помню подробности этого. Я готов открыть тоже. Нет, все. Иуда говорит, право, если бы мы не медлили, то возвратились бы уже 2 раза. Сколько идет торг между сыновьями и Яковом, который не хочет отпускать Беньямина, если можно 2 раза спуститься в Египет. Там неделя пути. Маленьким караваном с осликами груженными – это неделя пути. Значит, неделя туда, неделя, месяц пререканий Яков не дает. Мы бы уже 2 раза сходили, говорит Иуда. И вот что сделаете, говорит уже Яков. Возьмите плодов этой страны в сосуды ваши, свезите тому человеку в дар. Яков сам так посылает перед собой, когда с Исавом устанавливает отношения. Дальше перечисление. Он точно говорит, чем эта земля будет. Немного бальзама, немного меда, именно так, меат, по чуть-чуть, послегка. Пряности и ладана, фисташек и миндаля. Это показатель того, что земля это богата, но это нельзя наесться. Этим нельзя наесться, это не лехем. Поэтому я тебе даю дорогое. Можно было бы, конечно, этим питаться, но вот меняю на хлеб. И возьмите двойное серебро в руки. Может быть, это по ошибке. Он говорит, что такое двойное в данном случае. Это мишна. Здесь корень мишна. Вот, мишна – это повторение. То есть повторите
цену. Они пошли с деньгами, заплатили, им вернули. И он говорит, нет, если вы опять с этим пойдете, то они могут сказать, что это то, что вы первый раз принесли. Поэтому Мишна. Удвойте. Удвойте, да. Да, это совершенно логически правильный ход. Это не двойная цена. Он делает очень... Да. Он бизнесмен. И в данном случае проявляет себя как бизнесмен. Как он сделал 2 лагеря в прошлый раз в борьбе с Исавом. Теперь он делает 2 платы. Первая пусть будет первой, а вторая второй. То есть не берите в дар. Это чревато последствиями. И брата вашего возьмите, встаньте, пойдите опять к тому человеку. Да, то есть, опять-таки, это вот поучение для нас на сегодняшний день, как мы должны бороться со страхами. Да, нам страшно, да, экономика рушится, да, нарушен привычный образ жизни. Что мы делаем? То, что должны делать вот так, как обычно положено между людьми. Между людьми сохраняем отношения, по работе сохраняем отношения. И если надо что-то новое, как мы все уже потихонечку привыкаем, мы вводим это новое, но мы не теряем рассудок, который нам дан, в отличие, как мы уже говорили, от животных. И поэтому мы не паникуем, не мечемся из стороны в сторону, а делаем то, что нужно. И Яков для нас это просто примерище. Уже 2-й раз. Вот вы правильно сказали, что мы не теряем рассудок, мы должны работать, мы должны общаться. К сожалению, у многих это короткое замыкание возникает, так сказать. Я знаю. В данном случае наша с вами задача, если мы научились в себе справляться с этим, мы должны это уметь передавать. Если мы видим такого человека, то, конечно, есть возможность поговорить с ним, успокоить, подсказать, научить. Вот у меня получилось, значит, у тебя получится. И человек начинает работать. Я вам рассказывал о случаях, которые как раз и говорят о таком вот метущемся духе, когда ко мне приходит мать с очень больным ребенком и говорит: Ребя, можно мы откроем Аарон Кодеш, и он ножкой, ребенок ножкой коснется свитка. Я попросил ее этого не делать. В отчаянии, потому что, понятно, что помочь трудно, скажем так, невозможно, трудно. И она уже попробовала все, что ей казалось, она сделала. И вот в отчаянии она хочет мистики, она хочет чуда, она хочет любыми способами, чтобы ребенок выздоровел. Она говорит: а что мне тогда делать? Я говорю: попробуйте читать псалмы. Пока подряд, не какой-то отдельный, а пока подряд, пока один из них не остановит вас. И его читайте долго, неделю, каждый день. Его читайте долго. Почему? Потому что в псалмах есть учение, как нужно вести себя в момент, когда царава цука, когда несчастья тебя постигают. И возопил я, достали меня воды до души моей, возопил я Всевышнему, и протянул он руку в омощениями моим ловим, и достал он меня из многих вод. И перед этим, и дальше идет его уже триумф Давида, когда руку мою ты направляешь, и с тобой я перепрыгиваю через стены, и так далее, и так далее. То есть, что можно найти? Что можно найти в псалмах? Несмотря на то, что достали меня воды до души моей, полагаясь на него, я действую. Очень много действий в псалмах. Как именно? Мало того, что Всевышний сам демонстрирует, я сейчас говорю о 18-м псалме, в теофании, в богоявлении, он демонстрирует, что он делает с врагами, он мечет молнии во врагов.
Он не ждет, когда они, яцицу, как они ветром будут унесены. Он сам действует, Всевышний действует. И он как бы показывает Давиду: действуй и ты. И вот когда люди читают псалмы, они первое, что они понимают, это то, что я не первый. 3000 лет назад написано: достали меня воды до души моей. Ты отвернулся от меня. Давид говорит Всевышний: ты отвернулся, повернись обратно. То есть найди взаимоотношения, и второе, начни действовать. И я этой маме посоветовал: почитайте псалмы, чтобы она преодолела вот парализованность страхом за сына, она парализованность преодолела и начала действовать с большим энтузиазмом, чем делала даже до этого. Если страх мешает, его обязательно нужно отодвинуть, полагаясь на Бога и действуя. В псалме всегда действует. Да. Вот. Поэтому в данном случае Яков говорит, как нужно действовать. Он и первый раз действовал. И потом, опять-таки, Давид, самый деятельный герой нашего времени, нашей истории. Самый деятельный Давид. Всевышний всегда ему помогает. То есть это вот такой позыв. Убери, принись, замени страх. Это ведь гениальная еврейская идея. Замени все свои маленькие страхи, я имею в виду кризис в том числе, одним страхом. Ярмолка. Бойся царя царей. Бойся Бога. Вот чего стоит. Да. Совершенно верно. То есть трепетать перед Ним. Все остальное не страхи. Они не должны мешать тебе поступать. Правильно. Дорогого стоит. Да. И вот это вот бойся царя царей, опять же, в каком смысле бойся? Это не вот глупая боязнь, просто боязнь, а боязнь выйти за те нормы, которые, так сказать, предписал. Понимаете? Вот этого надо бояться. И дальше работать, так сказать. Ну вот вся наша жизнь. Да. А вирус добавляет этого самого. Стимул. Стимул. И вирус добавляет стимул. Да. Хорошо. Ну что, мы на сегодня так большое. Да, замечательно, да.